Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами поговорим о наградных танках за боевой пропуск, а именно о том танке, который я взял. Это объект 777, вариант 2. То есть я отыграл небольшое количество боев на этой машине и, в принципе, абсолютно не жалею о своем выборе. Как видим, у меня средний урон пока 2400 держится, там посмотрим. Машина получилась довольно сбалансированной, интересной, и сегодня мы с вами все это обсудим. А пока наливайте себе чай, кофе, берите покушать, и мы начинаем. Боевой пропуск у нас идет уже, как я понимаю, 8-й сезон. Да, сезон номер 8 до 31 августа. У меня уже вторая глава. Как видим, главу как по нотам я прошел. Сейчас у нас свежий ветер. Из всех танков, которые есть за жетоны, можно, конечно, за каждую главу взять, в принципе, любой из этих, которые по 9. Можно собирать и на другие машины, но я не вижу в этом смысла, и, в принципе, мне эти машины не особо интересны. Из тех машин, которые есть по 9 очков, я думал, для себя сидел между фазой и объектом. То есть я не рассматривал себе Шарль Футюр в том плане, то, что это СТ-шка, он и так хороший, я это и так знаю. Но мне хотелось взять какой-то тяжелый танк, и поэтому выбор пал именно на объект 777. Да, скорее всего, за вторую главу я также получу фазу, потому что мне она тоже интересна, в принципе, танк годный. Но сегодня поговорим о объекте. Машина, как я уже сказал, получилась довольно сбалансированной, имеет низкий силуэт и широкую базу, плюс у него очень-очень интересное бронирование. Из явных минусов, прям таких, что вот меня аж бесит, это его орудие. Вы спросите, скорее всего, что не так с пушкой. С ней, в принципе, все в порядке, кроме скорострельности. То есть заряжание на моей сборке получилось 11.42. Да, у меня не самый топовый экипаж, я понимаю, но тем не менее боевое братство есть. И 11 секунд, почти 12 перезарядка на тяжелом танки ближнего боя, но это такое, конечно. Да, пушка пробивная, имеет пробитие базовым снарядом 258 мм, голдой 340, этого в принципе достаточно, с девятками, восьмерками точно, даже с некоторыми десятками, но тем не менее. Из явных минусов это скорострельность орудия, то есть запомнили, да? По броне сейчас мы с вами отправимся в коллижн, но пока поговорим о экипаже и сборке. По экипажу мы качаем, как обычно, боевое братство и ремонт. Остальные перки можете выбирать по своему усмотрению. Это два, скажем так, основных перка, которые, соответственно, у вас должны быть. У командира 100% должна быть лампочка. Пока у нас не ввели экипаж 2.0, придется прокачивать это все. По оборудованию я выбрал две сборки. Первая это у нас вентилятор, улучшенный прицел и досылатель, а вторая это закалка, улучшенный прицел или вентилятор и досылатель. То есть я играл с закалкой первые бои, боев 6 точно, но мне эта сборка не зашла. Поэтому давайте сейчас отправимся в коллижн и посмотрим на броню этого танка. Поехали. Коллижн модель этой машины выглядит таким образом. Видим, что у него очень хорошая бронированная ВЛД, которая имеет очень высокую приведенку, то есть 300 мм плюс, это точно. НЛД рыхлый 150, но имеет там всего лишь 216-230 мм, то есть любая девятка в НЛД вас будет пробивать без проблем. Как обычно, хорошая советская летая башня, очень маленькие лючки, в которые чаще всего вас будут не пробивать, потому что они маленькие. Есть зона сзади башни, вот этот пулемет, но, как я замечал, когда в него стреляют, урон не наносится. То есть, я так понимаю, эта зона не имеет очков прочности. И также очень хороший борт. Танковать бортом на этой машине одно удовольствие, там под 400 мм, особенно от угла зависит, ну то есть в борт вас никто пробивать точно не будет. Уязвимые зоны, кстати, у меня была ситуация, стрелялся с фазой вчера в упоре, и я его в лючок пробивал, а он меня нет. То есть я из 3 выстрелов 2 пробил, 1 не пробил, он из 3 выстрелов ни разу не пробил, хотя целился, и у него пушка на порядок точнее. То есть, опять же, эти лючки, они не часто будут пробиваться. Чаще всего вас будут пробивать в НЛД, то есть к этому нужно быть готовым. Но благо это НЛД у него очень маленькое. В целом по броне машина очень хорошая, очень бронированная. То есть я специально выбрал бой такой, чтобы было видно его и бронирование. Поэтому от брони играть можно. Да, у нас очень плохие УВНы. От пригорков и так далее играть не получится. Но вот в городских картах или в картах, где есть какое-то укрытие, от которого вы можете стать аккуратно ромбом, то да, вы сможете натанковать большое количество заблокированного урона. Плюс еще бывают ситуации, когда вы выезжаете лбом на танк противника и резко от него отворачиваетесь. То есть ваши огромные гусеницы будут съедать урон. Это тоже большой плюс. Поэтому давайте посмотрим с вами бой и продолжим говорить о танке. Поехали в бой. Бой у нас на карте линия Зигфрида. Как видим, игрока с ником Skyline забросила из клана Мерси, кстати, на карту, как я сказал, линия Зигфрида с 8 уровнями. Видим по сборке у него закалка, трофейный досылатель и стабилизатор. Насчет стабилизатора не уверен, что это правильно. Будет играть он, я так понял, в основном на кумулях.
Кто, кстати, не знал, у этих танков наградных у них у всех большая ремка, она бесконечная, то есть в каждом бою будет вам даваться она заново. Я решил, друзья, сделать видео по наградным танкам за боевой пропуск, для того, чтобы просто каждый из нас разобрался для себя о том, что это за машины и как на них играть. Поэтому будем постепенно эти ролики выпускать один за другим. Сегодня я решил сделать ролик по объекту. Дальше, думаю, будет ролик по фазе, потому что я фазу тоже планирую себе забирать в ангар. Так что будем с вами посмотреть. Забросила его очень хорошо, такую, скажем, практически городскую карту. Танк очень бронирован, как я уже говорил. И, в принципе, для него никакой танк не должен составлять никаких проблем. Он зарядил ББшки, потому что много восьмерок. Здесь, как я уже говорил, пробитие 258 на ББ. Дважды везет ИСу-6, но не пробивает. Видите, стоит 263. И справа где-то забрасывает АМХ-30. В бою будет настреляно неплохое количество урона. Не рекордная, конечно. Видим, что на дальность пушка не годится. Хотя он, конечно, свелся не до конца, но тем не менее. Играет со стабилизатором. Я почему не выбираю на этот танк стабу? Потому что, ну, я не вижу смысла стабилизировать что-то. Вы вряд ли будете стрелять в движении. В основном все стоячее, и улучшенный прицел будет на порядок лучше. Конечно, у каждого сборка своя, и, возможно, топовые игроки со мной не согласятся. Ну, которые статисты прям лютые, но тем не менее. У танка, опять же, напоминаю, очень хорошее бронирование, хорошая очень броня бортов особенно. Спокойно сводится на С6, первый выстрел 450, я имею в виду первый выстрел с уроном. Я вам также, друзья, напоминаю, если вам нравится мой контент и у вас есть желание поддержать канал, вы можете просто подписаться, поставить лайк и в комментариях, точнее не в комментариях, а под роликом будет непосредственно написано, как это можно сделать. Поэтому подписывайтесь, нас уже практически 100 человек, это очень приятно, то что... Вы выбираете мое творчество, подписывайтесь. Мне реально приятно читать ваши комментарии, поэтому отдельно каждому спасибо, кто смотрит. Видим, что пока что проигрывает команда зеленых уже на 3 танка. По ХП тоже они просаживаются. Прошу прощения. Добирают елку. Он бы добил ее. Видели, как полетел хорошо снаряд. Играет также с боевым, с доп-пайком. Для того, чтобы максимально улучшить характеристики танка. Я сыграл на нем небольшое количество боев, но танк, как я заметил, не горит. Поэтому, в принципе, да, можно играть с доп-пайком, чтобы улучшить его характеристики. Видим, что много танков светится по линии 6 и 7. Ему нужно что-то делать, попробовать, может быть, танкануть бортом. Борт очень хороший здесь. Так. Выкатывается просто... бортом на 263, забрасывает по нему. Сейчас будет рамбовать, наверное, против него. Видим, не до конца он сводится, без проблем пробрасывает по 263. Благо пробития хватает, сейчас уже начал грузить кумули. Это, кстати, друзья, тот момент, когда он один против большого количества танков. И, ну, здесь действительно нужно стрелять кумулятивами. 340 можно в рубку просто забрасывать. Непонятно, что он выцелил, если честно. Выкатывает на него епись. Получает от него неприятный очень урон. Добирают Е50. Вот, против него фаза. В спине уже TNH. Дает по фазе, танкует ее сразу же. Нужно проезжать, потому что получит много урона. Получает очень 2 неприятных выстрела в спину. Союзники, благо, сзади есть, которые могут помочь. Если бы он, кстати, в том моменте стрельнул ему в рубку, он бы его убил. Поэтому это его конкретно ошибка в том плане, то, что он выцеливал непонятно какую зону. 340 кумулятив, пробивает рубку без проблем. Там меньше, чем 340. Не знаю, как вам, друзья, мне очень нравятся кумулятивные боеприпасы. То есть они не теряют свое бронепробитие на дистанции. Отличный шот по МХ-30. Как видим, у него уже 2380 натанковано. Видит Скорпион, спускается за ним. Танк в целом для раша очень хорошо подходит, потому что машина действительно хорошо скомпонована. На ходу дает по Скорпиону. Это благодаря стабилизатору он дает такие выстрелы. Вы вряд ли будете именно вот так гоняться за кем-то, друзья. Поэтому стабилизатор, опять же, повторюсь, это не обязательное оборудование к установке. Оттого лично я вот так не катаюсь. В основном у меня бои все стоячие, оттого и стабилизатора у меня нет.
Остается он с союзником против 5 танков противника. Бой у них штурм идет. Я в сетапе штурм, к сожалению, не играю, или, к счастью, мне это не нравится. Я играю чисто стандартный бой. В принципе, противники практически все шотные, кроме Е75. Сводится наверняка, чтобы добрать Скорпиона. 3 фрага уже есть. Остался 1 против 4 противников. У него не так много очков прочности, как видим. Нужно давать шот по 75-ке, но, как обычно, советский дрын уносит куда-то вверх снаряд. Ему нужно убирать первым делом Шарль Футюр, потому что это барабан. Барабаны всегда очень опасные танки. Потому, скажем так, наверное, для него будет сейчас в данном этапе самый опасный противник. Не светилось еще Су-130ПМ. Правильно делает то, что едет на захват. Таким образом он сможет их привлечь на себя. Пока не ясно, с какой стороны будут ехать противники. Я, как всегда, то есть бой не смотрел перед тем, как начать его комментировать. С поджогом дает по Су-130ПМ. Отлично. Ну, сушка перезарядится в любом раскладе быстрее, по идее, чем он. Нет, отлично. Он дал такой прям сверхбыстрый шот. Как видим, гусеница танкует очень неплохо. Танк очень широкий. И, да, увидел Шарль Футюра. Ай, не повезло немного с выстрелом. Скорострельность желает лучшего однозначно. То есть, если бы сейчас на него поехал Футюр после выстрела, он бы его, скорее всего, очень сильно просадил, как минимум, а может быть и убил бы даже. Сушка приезжает в спину. Добирает сушку, сразу становится в позицию против барабана. 30 очков захвата уже есть, как видим, 3290 натанковано. Я от того и выбрал эту машину, потому что она очень неплохо танкует своими бортами. Подъехал к нему слева прототип. Увидел он его? Да, я думаю, увидел. Барабан точно нужно убирать первым. Дает по 75-ке. От танкового выстрел 75-ки. Футюр уже на этот раз пробивает. И закатывается назад. Непонятно почему. 75-ка его может добрать. Он дает шот. Без сведения. Ему нужно убивать прототипа и пробовать сменить, наверное, позицию. Очень грамотно играет. Выезжает очень сейвово, аккуратно. Кумулятивом пробивает его без каких-либо проблем. Потому что там такой угол, что обычной ББшку он мог бы не пробить, но кумулятив у нас имеет 340 мм, и этого должно быть достаточно. В целом, я думаю, можно поговорить о танке. Стоит ли его брать? Я думаю, если вы любитель ТТ, однозначно да. Машина очень хорошая. То есть, как видим, у него и неплохое, в принципе, орудие для ближней дистанции. Танкует даже задней частью без проблем. Остается против Е75, у которого на 1100 больше очков прочности. И будет его разминать. 75-ка топовая. То есть полностью топовый танк. Вообще непонятно, как он так выезжает на него неосторожно. Стоит ли брать эту машину, друзья? Вернемся к вопросу. Да, однозначно стоит. Машина стоит внимания, она очень хорошая. То есть мне очень нравится, я абсолютно не жалею о своем выборе. И вам советую тоже начать получать эти машины именно с этого танка. Потому что из всех тяжелых танков, которые там есть, я думаю, этот самый интересный будет. Фаза будет на втором месте. Как видим, он разрулил эту ситуацию, 7 фрагов. Если понравился контент, палец вверх. Следующее видео будет уже очень скоро. Пока-пока.